снова здравствуйте, дорогие друзья и случайные гости моего канала. Сегодня мы посетим замок Вестервинкель. Это 4-я часть нашего путешествия по Мюнстерланду. Впервые упоминание о Вестервинкель встречается в 1225 году, хотя, скорее всего, замок на этом месте существовал и ранее. Построенный в нынешнем виде в середине 17 века, Вестервинкель является одним из самых ранних барочных замков Вестфалии. Он сооружен в виде почти замкнутого четырехугольника. Немного угрюмый замок сменил на своем почти 800-летнем веку немало хозяев. С 1555 года, когда Герман фон Мерфельд женился на Урсуле фон Диленброк, получившей Вестервинкель наследство, замок находится в владении графа фон Мерфельд. Сегодняшний замок не имеет ничего общего с первоначальным замковым комплексом. Строительство замка в его нынешнем виде началось в 1663 году. Идеалистическое, естественное расположение замка, которое находится далеко от человеческих поселений, побудило автора информационного листа у входа в замок написать следующие поэтические строки. Особенность этого замка не связана с богатым событиями прошлым или увлекательной архитектурной историей. Скорее, он отличается от всех остальных замков своим характером. Он сдержан, как и жители этого региона. Он спрятан в высоких лесах, на лугах и в полях, обнесенных живой изгородью. Он скорее хочет остаться в одиночестве, скрытым от посторонних, довольным собой и своим маленьким мирком. Этот замок спящей красавицы был построен посреди английского сада. Это комплекс рвов, происхождение которых восходит к стилю раннего барокко и чьи принципы соответствуют принципам средневекового замка. Во время строительства рвы были вырыты, но не в оборонительных целях, потому что эта система защиты была уже устаревшей в то время, а с архитектурной целью, которая является представителем стиля барокко. Ведь комплекс занимает два прямоугольных острова. Здание находится на восточном острове, а сад с площадкой для гольфа на западном острове. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю короткую прогулку, но наше путешествие по Мюнстерланду продолжается, поэтому увидимся в следующих видео.